У нас не вызвало удивления выступление действующего председателя ОБСЕ. Мы знали, о чем он будет говорить еще до начала выступления. Но нас удивляет, и уже не в первый раз, тоже было и в пятницу в этом же зале, выступление заместителя генерального секретаря ООН, которое в своих оценках вышло далеко за рамки беспристрастности, которое предписывается международным гражданским служащим. Ее оценки и перепевание фейков о неизбирательной бомбардировке гражданских объектов, использование кассетных боеприпасов российскими вооруженными силами со ссылкой на достоверные источники вызывает у нас сомнение, кто сидит за табличкой. Высокопоставленный сотрудник секретариата ООН или представитель одного из государств. ООН на протяжении последних дней неоднократно обращалась к теме посредничества в конфликте. О каком посредничестве можно говорить, когда вы, очевидно, заняли сторону в этом конфликте? Зато у заместителя генерального секретаря не нашлось ни слова, чтобы сообщить о сегодняшнем ударе вооруженных сил Украины ракетой .У, начиненной кассетными боеприпасами по центру Донецка, в результате чего погибло 20 и ранено 35 мирных жителей. Как не нашлось ни слова об этом и у представителей западных стран, которые уже 8 лет страдают слепотой в отношении всего, что происходило на Донбассе, и в каких условиях под постоянными обстрелами жили там мирные люди. К сожалению, к этому причастна и ОБСЕ, которая заглаживала правду о преступлениях украинских ВСУ и националистов на Донбассе. Я хочу спросить своего американского коллегу. 13 тысяч человек, погибших, о которых он упомянул, погибших на Донбассе, тоже Россия убила? Вам разве не известно, кто большая часть этих несчастных? Большинство из них – это люди, которые погибли со стороны ДНР и ЛНР. Мой американский коллега упомянул о гибели в Ирпене журналиста Брента Рено, якобы от рук российских сил. Мы сожалеем о любых погибших в конфликте. Но хотел бы сделать два уточнения. Во-первых, он не журналист, это сразу же опровергла сама Нью-Йорк Таймс. А по интернету гуляет информация о том, что основной род его деятельности отнюдь не журналистика и фильммейкинг. Это есть в открытом доступе. Во-вторых, Ирпень полностью контролируется вооруженными силами Украины и отрядами украинской теробороны. Судя по словам коллеги Рено, который выжил в ходе этого инцидента, именно они открыли огонь по их автомобилю. Господин председатель, у нас не было иллюзий, что сегодняшнее заседание будет посвящено отнюдь не взаимодействию ООН и ОБСЕ. Спрос на взаимодействие в последние годы резко снизился из-за попыток отдельного клуба государств подменить действия Устава ООН порядком, основанным на правилах. Площадка ОБСЕ стала ярчайшим тому примером. Особенно это заметно в последнее время, когда работа организации, которая и до этого уделяла гипертрофированное внимание странам к востоку от Вены, фактически свелась к единственному сюжету, обсуждение по которого проходит, насколько мы можем судить, не то что в непрофессиональных, а уже в истерических и даже недопустимых тонах. Когда господин Рау 15 февраля находился с визитом в Москве, мы провели с ним обстоятельные переговоры. Тогда он говорил о важности проактивного, позитивного подхода, поиска развязок, отказа от взаимных обвинений,
Мы такой настрой поддержали. Высказали убежденность в том, что председательство должно способствовать формированию объединительной повестки дня, достижению компромиссов. Для этого важно оставаться в рамках мандата председателя, придерживаться статусно-нейтральных подходов, как принято говорить, избегать неконсенсусных формулировок. То, что называется выполнением роли честного брокера. Однако сегодня мы можем констатировать, что польское председательство ОБСЕ свою миссию почти провалило, хотя на дворе лишь середина марта. Уже 5 марта по итогам переговоров с государственным секретарем США господин Рау высказался в том духе, что председательство ОБСЕ будет координировать действия против одного из государств-участников организации. Это вопиющее нарушение Польшей мандата действующего председательства ОБСЕ, утвержденного на СМИТ в Порту в 2002 году, а также решение Постоянного совета ОБСЕ за номером 485 о публичных заявлениях. Смысл работы действующего председательства заключается именно в том, чтобы разрешать противоречия между государственными участниками, сближать позиции, но никак не в том, чтобы своими ангажированными шагами еще больше разжигать конфронтацию, а тем более возглавлять антироссийскую кампанию в ОБСЕ. Сегодня от господина Рау, а также ряда коллег мы услышали утверждение о том, что России якобы предлагали обсудить озабоченности по вопросам безопасности в ОБСЕ, но она отказалась. Это неправда. Мы не отвергали запущенный польским председательством соответствующий диалог, однако подчеркивали, что для его успешного проведения нам надо получить ответы от Соединенных Штатов и индивидуальных стран-членов ОБСЕ о том, как они видят на практике реализацию принципа неделимости безопасности. Поскольку мы получили только отписки, причем не от стран, а от Евросоюза и НАТО, к которым мы с этим вопросом не обращались. Мы получили только отписки, причем не от стран, а от Евросоюза и НАТО, к которым мы с этим вопросом не обращались. Говорить о том, что на площадке ОБСЕ запущен какой-то полезный диалог, это профанация. По вине наших западных коллег ОБСЕ пока не смогла справиться с решением важнейшей, судьбоносной по сути задачи – достичь единого понимания фундаментального для всей архитектуры европейской безопасности принципа неделимости этой самой безопасности. Этот принцип требует избегать каких-либо действий, которые будут укреплять чью-то безопасность в ущерб безопасности любой другой страны. Все это закреплено во многих документах ОБСЕ, начиная с 1994 года, когда был принят Кодекс поведения в военно-политической сфере. Затем на высшем уровне была одобрена Хартия европейской безопасности в Стамбуле в 1999 году. В декабре 2010 года на саммите ОБСЕ в Астане этот принцип был в развернутой форме недвусмысленно подтвержден. Вместо этого западным лагерем во главу угла было поставлено право любой страны выбирать себе союзы. А про то, что этого нельзя делать в ущерб безопасности других, наши коллеги предпочитали не вспоминать. А сегодня господин Рау сказал, что Россия требует для себя односторонних гарантий. Детонатором глубокого кризиса европейской безопасности, сложившегося в силу упомянутых мною тенденций, стала ситуация на Украине. Полагаем, что и в этом есть прямая вина ОБСЕ, закрывавшего глаза на все то, что происходило все эти годы не только на Донбассе, но и на самой Украине. Есть в этом и роль польского председательства. Кто мешал действующему председательству, в том числе через своего спецпредставителя в контактной группе, добиваться от украинской стороны полного и последовательного выполнения Минского комплекса мер? Схема действий была абсолютно понятной. Прежде всего, обеспечить прямой диалог Киева, Донецка и Луганска, а также непредвзятость наблюдения за ситуацией силами специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. От ее руководства требовалось конструктивное рабочее взаимодействие с властями Донецка и Луганска, как предписывает мандат этой миссии
одобренный Постоянным советом ОБСЕ. Согласно этому мандату, миссия не должна была оставлять без внимания нарушение прав человека и свободы СМИ на всей территории Украины. Не пропускать мимо своего внимания очевидные факты, которые говорили о разгуле агрессивного национализма, неонацизма и многочисленные случаи дискриминации русскоязычного населения. Помимо этого, на Украине приобрели массовый и систематический характер нарушения прав человека. Были приняты дискриминационные законы о госязыке, образовании и коренных народах, направленные прежде всего против русского языка и многомиллионного русскоязычного населения. Вместо этого мы столкнулись с откровенным подыгрыванием со стороны ОБСЕ, включая польское председательство украинским властям. А те категорически отказывались от ключевого положения Минска, прямого диалога с Донбассом, предпочитая разговаривать с живущими там своими гражданами, своими же согражданами, языком пушек и обстрелов. Откровенно саботируя собственные обязательства, Киев сделал все, чтобы разрушить Минские соглашения. Россия последовательно призывала Украину уважать чаяния жителей Донбасса и их законные стремления говорить на родном языке, обучать на нем своих детей, чтить память тех, кто освобождал эти земли от фашистов, а не тех, кто воевал на стороне гитлеровцев и убивал мирных граждан в годы Великой Отечественной войны. Но в Киеве нас слышать не хотели. В то же время Запад во главе США, вместо того, чтобы заставить Украину выполнить обязательства по Минским соглашениям, всячески ей подыгрывал, игнорировал саботаж Минска. Более того, страны НАТО накачивали Украину современным оружием, направляли военных инструкторов, всячески способствовали милитаризации региона. Такие действия своих западных покровителей в Киеве воспринимали как карт-бланш на проведение военных провокаций на Донбассе. В конце января-февраля об отказе выполнять Минск в открытую заявило почти все высшее руководство Украины. Подтвердил нам это и украинский постпред в ходе заседания Совета Безопасности 17 февраля. После этого произошло резкое обострение ситуации вдоль всей линии соприкосновения. Фиксировались многочисленные факты нарушения режима прекращения огня. Снаряды разрушали дома мирных граждан, школы и другие объекты гражданской инфраструктуры. К сожалению, не обошлось без жертв. Существенно возросла угроза рецидива полномасштабных боевых действий образца 2014-2015 года. Население республик столкнулось с реальной угрозой прямого уничтожения киевскими властями. В нашу страну устремился поток беженцев. Как мы позже узнали из найденных у украинских военных в ходе нашей военной операции документов, у них был приказ начать военные действия против ЛНР и ДНР уже в марте. Копия этих документов есть на сайте Минобороны России. Наша операция помешала этим планам. Сейчас против России развязана масштабная информационная война. Разрушенные ВСУ и националистическими формированиями объекты в ДНР и ЛНР западные СМИ беззастенчиво выдают за последствия нашей военной операции на Украине, тиражируя фальшивые соглашения о якобы неизбирательных бомбардировках украинских городов. При этом уже без каких-либо попыток оправдания вводится цензура, причем тотальная, информационного пространства. В этих условиях получить объективную информацию о ходе военной операции, а также отличить откровенные фейки, вроде якобы обстрелянного Россией Мариупольского роддома, жителям западных государств весьма непросто. Поэтому тиражирование неправды с трибуны Совета Безопасности мы воспринимаем как сознательную провокацию наших западных коллег. В настоящее время главная угроза для мирных жителей Украины исходит от вооруженных формирований украинских националистов, которые развязали настоящий террор в отношении своих сограждан. Массово нарушается международное гуманитарное право и права человека. Националисты размещают танки, артиллерию и РСЗО прямо у стен детских садов и школ, оборудуют огневые позиции на крышах домов, прикрываются женщинами и детьми. Попавшие в плен российские военнослужащие подвергаются садистским пыткам. Украинские бандиты снимают эти пытки на видео. Киевский режим бравирует показной жестокостью. Из тюрем выпущено большое количество уголовников. Преступным решением киевского режима стала раздача десятков тысяч огнестрельного оружия неизвестно кому. Только в Киеве это больше 10 тысяч стволов.
В городах Украины теперь бесчинствуют вооруженные банды мародеров и грабителей. Бандиты расстреливают простых граждан. Нами также фиксируется массовое применение киевским режимом начиненных фосфором боеприпасов, что, как известно, запрещено третьим протоколом Конвенции ООН о негуманном оружии 80-го года. О кассетных боеприпасах, используемых в ВСУ, сегодня использовавшихся и использованных в ВСУ сегодня в Донецке, я уже сказал. Это почему-то не привлекает внимания моих коллег. В этих условиях действующему председательству ОБСЕ в рамках одного из своих приоритетов помощи мирному населению, затронутому конфликтами, необходимо немедленно оказать политическую поддержку безопасной эвакуации гражданского населения из района боевых действий в ту сторону, в которую захотят выходить сами украинцы. Российские силы каждый день в одностороннем порядке открывают коридоры для выхода людей. Однако воспользоваться ими могут далеко не все. Киев не стесняется угрожать собственным гражданам, пытающимся выходить из городов. Господин председатель, не далее, чем 11 марта мы поднимали в Совете вопрос об американских биолабораториях на Украине. Не буду повторяться, хочу лишь еще раз предупредить об опасности попадания биоматериалов с опасными штаммами в руки украинских радикалов, которые, как показали последние дни, способны на самые бесчеловечные провокации против мирного населения украинских городов. Нам также поступают сообщения о возможных диверсиях в отношении объектов газотранспортной системы Украины. Кроме того, по имеющейся информации Минобороны России, украинские вооруженные формирования осуществляют активную подготовку к провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия. Так, ночью 9 марта украинские националисты завезли в населенный пункт Золочев к северо-западу от Харькова около 80 тонн аммиака. А уже 10 марта украинские СМИ стали распространять информацию о способах защиты при химатаках. Так что в какую сторону развивается мысль, сомнений не остается. Тем более, что наши американские коллеги, как мы неоднократно слышали из уст представителей Соединенных Штатов в Совете, заранее подсказывают, на кого собираются возлагать вину за опасное развитие событий. Если до такой провокации, не дай бог, все-таки дойдет дело, не говорите, что мы вас не предупреждали. Господин председатель, в завершении своего выступления хотел бы призвать действующего председателя не допускать разрушения ОБСЕ. Важно не забывать, что в ее рамках обсуждается ряд других сюжетов, которые требуют от членов организации пристального внимания. В частности, в том, что касается мирного и всестороннего решения конфликта в Нагорном Карабахе, основную роль в котором играет Минская группа ОБСЕ. В нынешних условиях ОБСЕ остается едва ли не единственной площадкой, где возможен общеевропейский диалог. Необходимо задуматься об исторических последствиях действий, нацеленных на подрыв и каких-либо перспектив сотрудничества в интересах безопасности всех стран, расположенных на европейском континенте. Благодарю.